Случилось так, что меня уменьшили, примерно до размеров букашки. Но благо, что я не один и со мной два кентаврика. Умник Пит и Крейзи Бикса Уиллоу. Оказались мы на заднем, типично американском дворе, без малейшего понимания, что творится вокруг. И наша задача, как минимум, не испустить дух, как максимум этот дух преисполнить, за счет преодоления бесконечных испытаний этого микромира. И найти способ разуменьшить себя до исходных размеров. Удивившись невероятному контрасту масштабов, мы компенсировали свое чувство подавленности за счет первого попавшегося жука, комичность носа которого не имела никакой связи с причиной нападения на него. Определенно. Инстинктивно собрав немного пола с мусора, обнаружили мы какую-то хай-тек палатку, внутри которой, как выяснилось, мы смогли проанализировать все то, что успело попасть в наши цепкие лапы. Сразу после этого в мое поле зрения попал муравей и, вскликнув Смотри, он несет что-то, гад. несчастный сыграл в спичечный коробок. А давай. Анализ лапки которого дал понять, что это далеко не последняя наша жертва. Далее наше детское любопытство привело нас прямо к коробке мятных конфеток, которые, к сожалению, добыть у нас пока не получилось. Рядом с коробочкой конфет нашлась коробочка странных технологий, которая оказалась увеличителем. Но, как ни странно, она была обделена состоянием работоспособности. Пускай так. Слезав росинку с травинки, наша детская доброта сподвигла нас на избиение камнями во всем виноватых жуков. В том, что мы маленькие, в том, что наш двор засран. Поди под гнетом человека. Наконец, сотворив себе инструменты, я спросил Пита. Умник, что скажешь? Надо пройти, посмотреть куда-нибудь и что-то полезного из этого извлечь. Такой исчерпывающий ответ сподвигнул меня на охоту на подлым образом мило санимированных существ. А вторая попытка добыть мятные конфеты молотом, к слову, не увенчалась успехом. Так как Нужен инструмент более высокого, не катит. время близилось к вечеру, и Пит смастерил нам костер, О, Пит, а ты хорош с собой. Я знаю. на котором мы приготовили и съели за день добытых насекомых. От такого сытного ужина возникла несносная жажда, которую я был вынужден утолить при помощи воды из лужицы в кратчайшие сроки. На руку это не сыграло. За время моего отсутствия ребяточки успели смастерить верстак, а я в попытке добыть сок с веточки... I can swim. Придется спасать тебя, брат, давай. Не утопи меня, не утопи меня. О, Пит, спасибо большое, йоу. Я не знаю, как тебе отблагодарить. можешь меня просто не бить в следующий раз. На этой положительной ноте и закончился наш первый день. О, всем доброе утро. Жрать хочу, капец. Этим же утром пришло озарение касаемо капелек красы. Оказывается, их можно сбивать с травинок и беззаботно всасывать. Где? Ой, чудовище! На наш бойскаутский лагерь напало восьминогое чудище, которых я до ужаса боюсь, и нокаутировало товарищей кентов, Он уходит. которых я тихонечко поднял. Погнали, лучше уйдем отсюда. Нам надо отхилиться, отсосаться, отлизаться. После этих слов отправились мы искать причину ослабления лазера. И, как выяснилось, дело в клещах, грызущих кабель. Не, туда только с факелом. Я сделал факел. Встретило нас там еще больше клещей, которым был выдан бой. Проломив молоточком камешки, мы наткнулись на прочный мрамор, который также не удалось добыть нашими неумелыми ручонками. Вернувшись к верстаку, я соорудил себе из подручных ресиков подобие брони, и самый затюканный из нас попытался отыграться на божьей коровке. Надо ее убивать. Но доля сыграла не в его пользу. Я упал в лысте. Следующим делом в камне неподалеку был найден местный меч Экскалибур. Вау, это чертовски крутое лезвие досталось мне от отца. Ага. Полопав перед сном, наш второй день подошел к концу. Проснувшись, первым делом мы обнаружили муравья, который... Еду нашу съел? Прикинь, морда наглая. И, естественно, наш многочленовый задира пришел нас немного покошмарить. Да заеб... Давай чуть-чуть. Да заеб... Из-за угла там эта энергетика вылезла отрицательная. В процессе добычи строительных ресурсов я обнаружил хохолок, упавший с одуванчика, который теперь можно использовать как парашют в экстренных ситуациях. И пока я нес к временной базе добытые досочки, я решил нажать на кнопку, которая запустила секвенцию увеличения. Опять-таки, успехом она, естественно, не увенчалась, но возле дерева появилось что-то, к чему было бы неплохо сходить. Уже непосредственно у нашего лагеря встретился наш любимый пенисоногий друг, и в этот раз терпеть его издевки мы не стали. О, плюет. Бля, помоги. Бей. Нас не уйдешь живым, тварь, блядь, не уйдешь. Да.
Фу, мы отстояли Робот- нашу Робот территорию. умер. Собрали мы с него паучьи попочки, которые в будущем понадобятся нам для крафта вот такого сета брони. Давай спать. Утро следующего дня сразу же началось с насилия, а кровь низших существ послужила топливом для того, чтобы сразить очередного восьмиглазого тирана. Комбо. На, сволота. И если еще раз пауки выйдут на улицу, я буду топтать их цепями. Вываливайте ему. В этот раз успех не заставил себя долго ждать. Молодцы, бойцы. Жестокая картина в секунду сменилась жизнерадостным пейзажем. На что я сказал: Хорошее место. Тут реально просторно. Мне кажется, действительно это хорошее. Может, тут забазимся? Около водички как раз. Мне нравится, красиво. Выяснилось, что подводная фауна здесь также наделена ужасающими сущностями. Но это разговор этапов более поздних. Сейчас же, Ладно, давайте сюда переезд устраивать. осмотревшись, мы обнаружили мешочки, предположительно паучьи. А дать возможность плодиться этим уродцам мы себе не можем. На звук топтания новорожденных пришла, как вы думаете, кто? Недовольная мамаша. Поэтому мы изо всех сил рванули оттуда. И, взяв все наши немногочисленные пожитки, понесли их к нашему будущему месту жительства. Мы обозначили начало наших территорий, отстроив верстак и костер. А избив неподалеку живущего арахнида, Сюда, спортсменов, все. Все, отвоевали, закоптили Теру. Отвоевали, всех его кентов сейчас убьем. Давайте Мураныча. Давай, надо. просто... эту ночь мы провели на месте нашего будущего дома. Уже по традиции, утро вновь началось с избиения чудовища и продолжилось спором с Питом. Мне кажется, это такой что не пойдет мне на пользу. А может пойдет, может ты станешь человеком, пауком. В книгах про биологию, которые я читал, такого не написано. Зато в комиксах, которые я читал, было написано, то, что ты можешь стать человеком-пауком, если тебя укусит специальный паук. Ой, Маш, ты как обычно со своими комиксами. К слову, еще одна палатка для анализа ресурсов была совсем недалеко от места нашего дома. Кстати, о нем. Я наконец начал возводить план фундамента, а Пит в это время умудрился выкопать нечто удивительное прямо из-под наших ног. Выкопал личинку. Началась стадия фарма ресурсов. Следующим днем мы наконец направились к тому месту, где произошел взрыв, исходящий от одного из лазеров. О, И как выяснилось, там целая лаборатория с разрушенным входом. Мы нашли аудиофайл от некого Уэндела, где он рассказывает пока еще не совсем понятные вещи. А в дальней комнате мы обнаружили железного джентльмена с очень выразительными усами, которому помогли встать. Звать этого достопочтенного усача Бургл. После небольшого диалога с ним выяснилось, что из-за процесса уменьшения у нас случилась кратковременная потеря памяти. Я понимаю, о чем он говорит, Макс, ты понимаешь? А Уэндел Талли — это изобретатель, ответственный за технологию уменьшения, который по ходу наших удивительных приключений будет частым оратором через старые записи. Также выясняется, что мы можем починить уменьшитель, он же увеличитель. Но проблема в том, что все инструкции по его починке отсутствуют в голове Бургла и разбросаны среди множества лабораторий, расположенных по двору, в виде суперчипов. Вектор направления понятен. Купив в местном магазине новые крафты за очки крупиц науки, оставив Бургла, наш уже не детский сад отправился навстречу новым конфликтам. Следующей нашей жертвой стал жук-бомбардир, которого мы толпой придали еще ближе к земле. Выяснилось, что не зря, ведь из его кусочков мы можем сделать себе улучшенный топор и сушилку для еды. Надо к божьей коровке голову оторвать, как бы это ни было прискорбно. Но вместо этого мы пока занырнули в царство подводное, где обнаружили различных не менее подводных обитателей. Добыли немного взморника, и я чуть было не захлебнулся, но пузырик воздуха вернул меня в чувство. на последней секунде хапнул. Ян с тобой. Пришлось даже сразить подводное восьмиглазое Ты, чудовище. короче, на ПКМ блочься. Если ты идеально заблочишь, оно урон не нанесет. Все, я крутой. Просто нахрена. По завершению этой небольшой экскурсии, прямо около дома встретилась нам леди Жучок. А такой знак судьбы оставлять без внимания не в наших полномочиях. Извини, хуйня. Несчастная сущность пала под гнетом подростковой агрессии. И, как выяснилось, в общем-то не зря. В целом, пора бы уделить еще немного времени избиению крапивы для строительства жилья. Затем перебрали мы несколько вариантов крыши дома и, наконец, перешли к удовлетворительному варианту. Да.
Решено было отпраздновать это знаменательное событие рейдом на небольшой муравейник неподалеку. И пригубив дюжину работяг... Ой, злой какой. Ладно, мне их жалко. Силы нашего отряда начали уступать силам разъяренных заводчан. Посему, вернувшись домой, мы сотворили из оторванных частей тружеников дубины. Ощущая баснословную мощь, предприняли мы попытку подмять под себя веб-мастера. И только занеся орудие над спящим... Вновь тактически отступив, я привел союзников в чувство. И мы на эмоциях сделали то, что сделали. Молодец. Этой ночью ждал нас неприятный сюрприз в виде недовольной мамиши, которая лишь зловеще дала нам понять о своем присутствии, но без явных действий. Следующий день стал прорывным для нас, и мы сделали прялку, кузню, можно улучшать и печь для готовки еды, О, да ты шо, Вась. противогаз, а также луки со стрелами, силу и прочность которых необходимо проверить. Прости, пожалуйста, коровка божья. Теперь пора заняться делом. Давай, развлекаловку включай. Вправо. Теперь вверх. Ой, это же Skill Factory, онлайн-школа, которая делает упор на практический и реальный опыт. Здесь вы не просто учитесь программировать, а сразу применяете знания на практике. Благодаря Factory реальных проектов вы будете работать над задачами настоящих компаний под руководством экспертов индустрии. Представьте, вы еще учитесь, а уже набираетесь опыта и даже можете пройти стажировку с перспективой трудоустройства. И вот почему эти перспективы реальны. Работодатели сами заинтересованы в приходе новых сильных специалистов на рынок. Поэтому партнеры Skill Factory готовы давать гранты на обучение по отдельным специальностям до 35 тысяч рублей. Особенно хочу обратить ваше внимание на курс «Профессия Python-разработчик». Он идеально подходит для новичков. Вы начнете с азов и дойдете до уровня уверенного джуниор-специалиста всего за 9 месяцев. Но самое крутое, уже к 3-му месяцу вы освоите базу и сможете искать работу или стажировку. То есть при должном подходе платить за учебу вы уже сможете с первой зарплаты. Почему Python? Это один из самых простых для изучения языков программирования, но при этом безумно востребованный. На нем создают сайты, ботов, веб-приложения и технологии искусственного интеллекта. Средняя зарплата Python-разработчика 180 тысяч рублей. В ходе обучения вы решите реальные кейсы от таких компаний, как Моторика, Яндекс.Диалоги, Озон, ВКонтакте, Алиэкспресс и других. В вашем портфолио будет 6 крутых проектов, которые впечатлят любого работодателя. А в финале стажировка в промо-IT, где вы разработаете приложение для планирования консультаций и управления задачами команд. И это еще не все. Менторы и кураторы – практикующие разработчики из крупных IT-компаний. Всегда на связи и готовы вам помочь. Этот курс подойдет всем. Студентам, желающим получить практические навыки, тем, кто хочет сменить сферу деятельности, новичкам в IT, которым не хватает структурности и поддержки, и даже тем, кто сделал паузу в карьере, но готов начать заново. Skill Factory учит тех, кого берут на работу. Начни свой путь к успешной карьере уже сегодня. А по промокоду HUMAS забирай скидку 45% и бронируй за собой грант на обучение. Well, let me have a rule and a saw and a board and I'll cut it. I'll climb up a ladder with a hammer and a nail and I'll nail it. Well, we worked so hard to build a little house together. С достроенным домом можно теперь заняться изучением местности. Встретившись лицом к лицу с несколькими новыми угрозами и успешно их усмирив, мы забрали в оторванные куски заброшенной лаборатории у изгороди. Ой, тут ропот. Где нашли запись доктора Уэндалла. В своем голосовом сообщении он рассказывал о том, что у него сидеют волосы и появляются морщины. Казалось бы, не очень-то и важно, но как бы не так. Со стенок изгородей мы сбили парочку ягод. А непосредственно под ней обнаружили упавшее перо вороны, из которого я позже сделал нам уютнейшую кровать. Поднявшись наверх по ветвям куста, мы прокатились на удивительной технологии, прямо ко входу основной части лаборатории, где после небольшого колупания по чужим вещам активировали рычаг, активировавший устройство для осмотра. Теперь в данной технологии мы можем отмечать на карте места спавна всех найденных нами ресурсов. Мы теперь можем на деревсы. Да. На дальней ветке мы нашли еще одну канатную дорогу. Только надо веревку. Поэтому, сбегав домой, мы ее притараканили. Дорога из каната привела нас к фонтанчику, где случился бой с кровососами. Их двое.
И уже с такой возвышенности, на своих импровизированных парашютах, мы, словно пластиковые солдатики, отправились на другую сторону. С другой стороны тоже была лаборатория. Так я поднялся прям нормально. Идите сюда ко мне. Ты поднялся туда прям? Смотрите, идите сюда, я вас проведу. Никита, иди сюда. Ты сам в жизни не заберешься сюда. Слишком ограниченный интеллект. Вы идите, я догоню. Ну, блядь, давай я сейчас тоже пойду лопать. Просто постану здесь, Вон пойду он лопать. наверху. Все. Обойдя местную охрану, мы безвозмездно присвоили себе немного ресиков. Итогом этого приключения стал еще один суперчип и, естественно, активированный шорткат. После такого безобидного захода у нас возникла острая жажда крови жуков. Последняя стрела поставила жирнейшую точку в этой истории. Кстати, не хочешь на тыкву подняться? Там, по-моему, какие-то вкусняшки есть. Мы осилим ее? Да, только там надо будет слегка извиняюсь. Вернуться. Я сразу выразил свое сомнение касаемо успеха реализации этой идеи, и пока Пит продолжал строить лестницу, я отправился исследовать стол. Капец, тут paint. Блять. Давай. Естественно, внутренности тыквы находились за пределами нашей досягаемости. Поэтому, раз уж мы здесь, то можно прогуляться по столу до конца. Как выяснилось, это не стол, а всего лишь крыльцо дома, высотой примерно в 1 шаг. Забраться в дом у нас, естественно, не получилось, поэтому, избив клопа и сделав из его конечностей второй молоток, мятные конфетки наконец спали нашими жертвами. Ой-ой-ой-ой. Этой ночью мы были не столь круты, как в отношении сладостей, Опа, все. Ой. но детской смекалкой и сообразительностью мы все же одолели злодеев. Не отходя далеко от воды, устроили мы небольшой заплыв, найдя удивительные артефакты и откопав косточек и чешуек великого и ужасного карпа Куй. Уже на поверхности из добытых ценностей Пит сотворил нам улучшенные кинжалы для ускоренного решения подводных конфликтов. А для конфликтов поверхностных – шпаги из носиков комаров с эффектом кража жизни. Качество этого эффекта среди ночи мы отправились проверять на трудоголиках. Результат более чем удовлетворителен. О, личиночки. Поднимаем. Удивительные муравьиные лабиринты снабдили нас хрупким мрамором для улучшения инструментов, оружия и брони. И... Не страшно. Все, иду. а также едой и обычным чипом для бургера. Берем. Ощутив себя исследователем затопленных пещер, наткнулись мы на великую и ужасную мать всех заводча. Решено было пока ее не трогать, решено было пока рвануть оттуда когти. По пути к Бурглу мы потренькали силу своего удара на пауке Волки. И в результате некогда непобедимая сущность не выстояла под шквалом наших ударов. Итогом наших стараний стал Зубик, который пойдет на улучшение способностей. Уже непосредственно на базе Бургла мы отдали ему дополнительный и супер чип. За дополнительный чип мы накупили новые крафты и улучшения, а за супер чип — респект. Придя домой, нам пришлось отбить атаку недовольных кумаров, Сейчас все полетят. после чего отправились мы на боковую. В этот раз нам приснился сон с моментом уменьшения. Обсудив с Питом это сновидение, А ну. я принялся расширять территорию наших владений. А как водится, где строительство, там и фарм ресиков. Теперь это промышленная зона. Здесь будут сушиться необходимые ресурсы и храниться доски. А сейчас пора бы организовать повторный визит к королевской особи. Истребив несколько поколений муравьиных и выпив усилительные напитки, мы ринули в бой. А доброе. Положить угощение. Реально. Оказалось, что сущность вовсе не конфликтная, и ее можно накормить угощением. Так тому и быть. Великая битва. Руки слона биты. Отправились мы дальше по своим делам, и в одной из пещер наткнулись на мистера Паука, охраняющего частичку науки. Давай на скилле проберемся и заберем у него из-под носа хуй. Ерунду. Там зубки. Забрав у чудища из-под носа конфетку, не выражая желания конфликтовать, мы в очередной раз попытались убежать. Спаси меня. Но от яда я свалился с ног. Блядь, какая шутка за мной побежала, Макс. Ай, блядь, как он меня укусил больно. Слушай,
Это что, княгиня в области таза? Вновь нам удалось обмануть смерть, и чтобы ей не было грустно, я отправил к ней души десятка долгоносиков. После обильного избиения носачей, тщательно подготовившись, мы решительно направились в подводную лабораторию за вторым суперчипом. Now follow me, gangster. Прямо в центре озера мы нашли проход, или даже проплыв к биометрическому сканеру, который впустил нас в комнату управления. На столе мы нашли еще одно фото доктора Талли, на котором он уже выглядел изрядно подуставшим. Пит активировал какой-то рычажок и запустил компьютер, отображающий 3 источника, которые нам, судя по всему, нужно активировать. Так и устроили же мы заныр и прокрутили под водой 3 выключателя. Или что бы это ни было. После чего сверху пролился божественный свет. Приплыв к нему, мы попали в основную часть комплекса. Активировали Кэмпыч и прослушали очередное выступление Уэндела, где он уже говорит прямым текстом, что ускоренное появление морщин и седые волосы – это все результат уменьшения. Так что надо бы нам поторопиться. Избив робо-чудиков молоточком, я забрал Super Chip Brood взял. и, соответственно, запустил протокол открытия купола. А наверху была обнаружена мускул-капуста. Поэтому, всплыв на поверхность, мы засадили ее в грунт. В будущем она пригодится нам для создания усиливающих зелек. Отдав очередной суперчип Бурглу, он уведомляет нас о том, что для увеличения к исходным размерам нам нужен специальный коктейль. Но, как водится, рецепт он не помнит, потому что последний хранится на 2 оставшихся чипах, которые нам предстоит найти. А найти их можно в лаборатории Марева и гнезде черных муравьев. Поэтому, в очередной раз скупившись и прокачав персонажа за зубки, уже по традиции ринули мы домой спать, дабы поглазеть на новый сон. В целом, ничего особо важного мы в нем не узнали, кроме лишь факта о том, что из Департамента обороны приехали навстречу пораньше и имя некого директора Шмектора. А вот из знаменательных событий я приручил себе тляшечку. Бежит. Смотри. С пополненным отрядом мы двинулись рейдить лабораторию в Маре, которая за все это время превратилась в зону карантина. У рычага, открывающего дверь, я нашел рецепт отравленного яблочного санда, которым мы, в теории, можем накормить королеву муравьев. Но этот разговор откладывается на потом, так как сейчас у нас начинается босс-файт с зараженной божьей коровкой и ее прихвостнем. Для пищуганов забороть. Пит попал в самый настоящий, что ни на есть, сосак, и поднять его не представлялось возможным. Но силою дружбы... Пит, спасибо большое, йоу. Я не знаю, как тебе отблагодарить. Можешь меня просто не бить в следующий раз. Я вернул свой должок. Опа. Все, пока. С кровью и потом, но зараженная сущность отправилась на покой. О, блядь, трудно. Тяжко было. Похвалив за упорство и отвагу Тлю, мы нашли интересующий нас чип и выбрались через открытую трубу наружу. Оказались мы близ мусорной кучи, поэтому было не лишним забраться на нее. Наши пытливые умы обнаружили лазейку на песочницу, и, забравшись наверх, мы уже оказались на территории нового для нас природного климата Ай, прожарка. с местными недружелюбными сущностями. Но по факту сказать, их дружи или недружелюбность нас мало беспокоит. И вообще с этих толстокожих чудачков можно сделать новый сет мега-брони. Сюда мы еще вернемся. А пока отдали мы Бурглу суперчип из Марева, на что он сказал, что у него появилась часть рецепта увеличивающего коктейля. Ага. Но пока не вся. А сейчас я покупаю рецепт сочного яблочного санда, без эффекта отравления, а также печь. Пора посмотреть новый сон. В этот раз директор Шмектор приснился во всей красе, который потребовал от работников эффекта увеличения. Но в связи с отсутствием доктора Талли ничего у них не получилось, поэтому Шмектор за директор потребовал уничтожить образцы. А то есть нас. Тетя-работница осталась недовольной. Но детские умы это пока не особо тревожит, в отличие от взрыва камня, который уронил лопату,
шорткат на стол с агрессивными пчелками. Очень уж нам повезло, что конкретно ночной период времени выпал на наше удивительное приключение. Иначе быть беде. Проявив смекалку, предположительно не детскую, на самом столе обнаружилась нами игра в формате «Гик» про людей-муравьев и сундучок, ключ к которому мы нашли недалеко в трубе. Я открыл. Еще один чип летит в нашу коллекцию. Но самое важное сейчас – это активировать канатную дорогу прямиком к песочнице. Что еще? Еще выяснилось, что ночью эффект лютой прожарки здесь не работает. Посему мы смело направились исследовать эти земли. Добывая удивительные ресурсики до тех пор, пока Пит не предложил. Пойдем отсюда, а то сейчас реально день наступит, нас жарить начнем. Чтобы не промышлять каждый раз вот такой вот глупостью с подъемом на песочницу, мы дали волю своим инженерным задаткам и отстроили грандиозную лестницу наверх, чтобы в любой момент приходить и фармить муравьиных львов. Из которых мы по итогу сделали себе новейшую стилевую броню. И серьезно все это дело прокачав, по наводке робокента двинули в последнюю лабораторию, контроль над которой захватили черные. Муравьи, естественно. Но кто они такие, чтобы нам противостоять? Наш уровень — это большая комната, которая подозрительно похожа на арену для очередного босс-файта. Ой, Помощник менеджера, вот он, вот он! господин помощник менеджера наперекор отказался пускать нас дальше. Поэтому, потратив 10 минут на дипломатические разговоры с крайне весомыми фактами и аргументами с его стороны, мы все же сумели найти компромисс. И нехотя, но одолжив нам ключ-карту, мы заимели столь нужный нам 4-й суперчип. И тут эти... В офисе встретилась нам вот такая удивительная фотография доктора Талли, кричащая о том, что процесс уменьшения не проходит бесследно. Мы отдали 4-й суперчип, а еще одним ингредиентом оказались ногти. Но самый последний ингредиент отсутствовал, поэтому Бургл дал нам координаты Куся доктора Талли. Это местные наручные часы со статистикой. Ага, ладно. При помощи одолженного ключа карты мы открыли себе проход к новой технологии, позволяющей быстро ездить в любые стороны на канатных дорогах. И по старой древнеамериканской традиции необходимо глянуть сон. Приснился нам Роман Азазин, который, как выяснилось, вместе с доброй тетей и спрятал нас в том самом кейсе изначала, с надеждой, что мы найдем доктора Уэндела на его заднем дворике. Спасибо, тетя, спасибо, тетя. My quest success, but my life was a mess. Poor Kenny West, no zest, ain't he depressed? Not dressed to impress, matter of fact, more stress than John Mayer waiting on his ace test. Then I met a man who taught me how to live large. Took me out of my car, now I'm in his garage. Turns out all I needed was an inspiration, like Mr. Miyagi, but a lot less Asian. My game was timid, now my flow much bolder. Got a chubby brown angel on my shoulder, saying, А сейчас мы отправляемся добывать вечный уголь, который необходим для создания печи. Данный ресурс очень привередлив в способе его добывания, но мы справились. Между дел я заклеил жвачкой пробоину в баке с токсинами, и некогда отравленная зона стала территорией добра и позитива. Все так же без проблем справились мы с жуком бычара Ножом. и кучкой термитов. Ребят, правила вы нарушили, большую меру предосторожности, покинули ваш позорный улей. Да, елей. К вечеру мы вернулись домой и сотворили печь, где можно сделать кирпичи и то самое сандо. С присутствием в наших жизнях кирпичей произошла архитектурная революция. И я первым делом сделал нашим питомцам домики. И, конечно же, улучшил, укрепил и расширил нашу резиденцию добра. Вторым делом испекли мы санду и сразу же двинулись к тете Муравьихе, кормить ее вкусным угощением. Здравствуйте. Мурашечка осталась очень довольной и одарила меня питомцем муравьишкой, а также дружеским подношением в виде коконов. Такая миленькая картина сразу же сменилась несчастным уродцем-пауком, который мутировал, судя по всему из-за того, что мы заткнули бак распылителем и пришел к нам мстить.
мерзопакостная сущность надолго у нас не задержалась. Но в драке с ним стало ясно, что нам нужно новое оружие помощнее. Вернувшись в песочницу, в неизведанной до этого момента лаборатории, мы нашли еще одну фотографию доктора Талли. Таковы последствия уменьшения. Поэтому, чтобы не повторять его судьбу, мы в быстром темпе избили муравьиных львов, добыли еще ресурсиков и сотворили мега-мечи, которые необходимо было испытать в драке друг с другом. Опа! Сразу же после этого черные муравьи тоже решили глянуть, что же за оружие у нас там такое. И встретив их с распростертыми объятиями, я показал им все наши обновки. И раз уж пошла такая пьянка, наш коллектив устроил ответный визит Дому муравьев с угощением. Как на вкус? Вторая женщина за сегодня осталась удовлетворена нашим посещением. Продолжая гулянку, двинули мы в дом термитов. И, удивляясь невероятной атмосфере уютности их поместья, провели мы немного времени в компании любителей пожевать кору. И даже встретились с владельцем этого деревянного особняка. Поделились мы с ним нашими удивительными приключениями, которые прямо-таки повергли его в шок. Дружелюбный хозяин угостил нас чипом, и мы почапали дальше, забредя в мешок с углями, где без капли сопротивления заимели себе рецепт крафта пылающей катаны. Уже обновленные, наконец забрались мы на стол, где добыли столь желанные нами ногти и починили пусть доктора Талли. В своем последнем сообщении он дал знать, что будет прятаться в секретной лаборатории под сараем, куда мы, собственно, и двинули. Под сараем оказалась еще целая страна, уходящая далеко вглубь, с удивительными сущностями. И, конечно же, туннелем, поросшим паутиной, в конце которого ждала нас Черная вдова. Дали мы тетеньке бой. Нет, я... Не-не-не, надо уходить, мне кажется. Но долго мои союзники не продержались. Меня убили, на. Я было дело хотел убежать, но вовремя заметил, что женщина поймала небольшого тупнячка перед молодым, чернокожим и сильным. А поэтому, воспользовавшись случаем, не выходя за территорию ее недоумения, многочленовая пала под шквалом моих стрел. Сразу за конфликтной зоной была найдена та самая лаборатория, где по рисункам и запискам Уэндела стало ясно, что, во-первых, он все еще жив, а во-вторых, намерен сотворить некий... чтобы переместить свое сознание в новое, сильное тело. Наученные опытом, мы поняли, что дело близится к очередной драке. Посему мы вновь вернулись домой, выковали себе крутейшую броню. Вот так вот. Служу Римской империи. Опа. И полностью заряженные пришли к месту сражения с человьем. Очевидно, что этот насекомец нам в подметке не годится. Погнали. Ой, ой, ой. Да. Ой. Hell yeah. Поэтому, слутав ужасающего, мы пришли к камере, открыв которую обнаружили Уэндела. Мужичок совсем иссохся. И после небольшого диалога, где мы представили себя и дали понять, что никакой угрозы ему не представляем, деятель наук пролил нам свет на финальный ингредиент для увеличивающего коктейля. К слову, данное событие произошло ровно на 100-й день нашего пребывания в микромире. Придя к Яваматику, мы вставили в него пустую капсулу. А теперь пора встретить Бургла и доктора Талли. Вот тут я искренне был удивлен, что разработчики нашего удивительного мира проработали такую необязательную деталь, как взаимодействие этих двух. Как бы там ни было, пора бы нам приготовить этот чертов, мать его, чертовский его мать, коктейль. Гринд необходимых ресиков завел нас в самые поразительные части этого удивительного мира. Drop the bass. Прикольно! Где мы даже сразили еще одну вдову. Но без преувеличения, самое главное — это крепость, что на ваших экранах.
Забравшись в ротовую полость этого строения, в его полу я обнаружил трещину. И упав в самый низ, я первым делом открыл проход своим кентиком, а делом вторым, вместе с Уэнделом, мы пришли к заключению, что это секретная лаборатория Шмектора. И наши высокоинтеллектуальные догадки оказались верны. Будут нахуй. Браво! Выслушав злодейский монолог директора о том, что он хочет забрать себе все регалии Уэндела за разработку технологии уменьшения, мы выразили свое несогласие. На что директор Шмектор парировал уже несогласием своим. Его несогласие с нашим несогласием мы отразили протестом. Паратык. Что вас удар за мной? Есть, да, его. И что с него выпало? Диск с данными неизбежности. Этот диск несет в себе не что иное, как компромат на компанию Шмектора. Теперь, когда мы полностью подготовлены, пора отправиться создавать коктейль. Запустив технологию, все оказалось не так просто. И насекомые под контролем неизбежности компании Шмектора начали руинить наш вайбик. Так что на скорую руку, сделав преграды, Макс, Ой. Эва. Спасибо, Пит! Йоу! мы всосали. Но огорчаться не стоит. Стоит всего лишь нафармить тонну грибов, чтобы сделать из них тонну кирпичных стен, которыми мы обезопасили провода. Посмотри на меня. Ну ладно. Случилась великая битва. Давай. Сверху, на А. Где непомерное количество микрочудиков без малейшей возможности одержать победу одержало поражение. И несмотря на такие колоссальные жертвы царства насекомых, у нас все-таки получилось сделать коктейль. Забрав его, мы с приподнятым духом рванули к девайсу Умпро. Проведя небольшой, но очень душевный диалог с доктором, он предложил нам закончить это путешествие. Давай, бро, как в фильмах, нажмем вместе. Давай, Макс, как в фильме, как друзья. Давай. Пожалуйста, переподключите контроллер, чтобы возобновить игру. Ты издеваешься? Через несколько месяцев. В конечном счете мы вернулись к исходному размеру. Найденный нами диск с компроматом засадил Шмектора в тюрягу. Доктор Уэндел вернулся к исходному состоянию и получил заслуженное признание за свое изобретение. Бургл присоединился к детскому робототехническому клубу. И все закончилось позитивнейшим добром. Hell yeah! Я жду. На базу! Вообще! The Black Bruce Lee.